Салют, друзья! Все, подошел конец большой главы жизни в Аргентине в деревянной избушке. Сейчас за нами приедет Аня и будет нас перевозить в каменный дом. Короче, мы уезжаем. Сейчас покажу, что у нас там по вещам. Короче, постель собрали и все наши шмотки собрали в одну кучу. И я их выставил с учетом, что вот эти большие их в первую очередь надо будет куда-то укладывать. Вот этот красный чемодан, это вообще чемодан с помойки. Вот, мы его что-то поприкалывались, типа, о, чемодан, типа, ну, потом такие, да, блин, ну, можно забрать там инструменты, еще что-нибудь хранить, а по итогу туда, ну, прикиньте, сколько туда шматья влезло. Он вон стоит самый толстый. Starlink вчера собрал, с крыши скрутил. Тут мы тоже в пакетиках, вон, чай, короче, ну, тут хавчика тоже нормально. Потому что мы переезжаем, ну, вообще в новый поселок, и он, ну, еще более, как будто бы более дикий. И плюс мы его не знаем, где там что, какие магазины, и поэтому мы решили, чтобы не получилось так, что мы туда переедем и будем носиться, искать, где там хавчик, где что. Мы, короче, в размеренном режиме набрали здесь хавчик. Каспер сказал сегодня, что он сегодня поедет в памперсе. Говорит, я сегодня буду в памперсе. Одевайте на меня памперс. И вот он тут сидит, ждет, когда на него уже памперсы оденут. Да? Кстати, забавно, ворота открыл, вот машину жду. И вообще какой-то вид совсем другой. Прям так, вау! Как-то по-другому стало выглядеть двор. И вообще вот территория с террасы. Какой-то добавился пространство, объем, прикольно. Блин, ворота стоит открыть, и уже что-то в жизни немножко ощущения какие-то поменялись. Честно сказать, даже грустно уезжать отсюда. Это прям такой островок безопасности в Аргентине у нас был. После того, как мы в Буэнос-Айресе пометались по этим квартирам арендованным, столкнулись с этими всеми гарантиями, поручителями, депозитами на год вперед. Контракты по 3 месяца с повышением цен каждые 3 месяца на 50%. И здесь, конечно, нам жилось очень спокойно. Мы вообще забыли все эти проблемы, которые были. Вот. И хозяйка очень адекватная. И от этого, конечно, грустно уезжать. Уже привыкли прям к своей избушке. Надя говорит, если бы мне, когда мы сюда заехали, сказали бы, что я потом буду грустить и скучать, что мы отсюда уедем, я бы, говорит, в жизни не поверил. А теперь как бы грустно и скучно. Вот. Но в целом переезд имеет позитивное направление. Все-таки переезжаем поближе уже к своей земельке, поближе к своей земелюшке. Ой, отпарковалась. Давай как лялечку тебе. Вот как лялечку тебе маленького. Перепеленовывают вдвоем кота. 4 руки. Ну а как же? Это же него кот, лапа это же не собака. Выпала лапа, выпала. Все, еще вот так. Багажник маленький, но одно сиденье можно одну спинку опустить. А сейчас мы идем побольше стало, потому что мы тут, ну как бы купили каши. Что можно, наверное, положить на сиденье? Ну, у нас каждый день. Если как можно. Или наоборот. Там как бы еще столько, что... Ну давай-ка я действительно еще раз еду. Короче, не влазим с одного рейса. Слишком много у нас барахла на этой хижине. Обзавелись еще. Как бы, ну, мелочь, но машина уже полная. По сути, забирать-то и нечего, но там уже как будто это не влезет. Вдруг что-нибудь интересное. Чемодан на меня упадет. Контент. Все, вторая ходка у нас. Остановка электрички у нас тут есть. Мы думали, что ее... Я так понимаю, что некоторые станции оккупированы. Да. А кто, интересно, оккупировал? Какие-то сторожа, которые охраняли от того, чтобы не оккупировали? Или никто не охранял, просто... Никто не охранял. Просто много лет стояли эти пустые.
стены есть, крыша Стены есть, да. электричество есть. У меня теперь зато в Аргентине в приложении написано, что у меня права давно истекли, и вообще надо обновлять их больше нет. Потому что я права местные, и они там не отражаются. Нормально. Ну, как бы здесь они проверяют по местной базе, у них здесь все как бы Ага, без а если вопросов. куда-то поедешь, то могут вопросы, да, быть? Если куда-то поеду, да. И там же они, собственно, не выдают, а просто меняют права. Тем, кто переезжает. Ой же, вообще же пыль вообще. Да, зимой были гораздо больше. Да, здесь-то еще сейчас хотя бы лето, вот оно как-то, видишь, ну, осень. Валяются на участке. Не наколоть их, то точно. Есть специально для этого колонна. Слушай, вот интересно, ты же здесь 3 года, да, примерно живешь, Ну да. получается? Да, почти. Вот за 3 года здесь как-то что-то есть какие-то глобальные перемены или глобальных нету? Вот 3 года назад здесь как было? Ну, там вот автостраду построили. А в Это остальном? очень важно. А в остальном... Да нет. Вот примерно все так. Примерно все так и было. По количеству людей, по туризму. Да, да. Ничего Ну, особо то не есть летом наезжают, зимой никого нет, так оно все в основном так и есть. Это в советское время организация много училась в России. По обмену ездили студенты Мгм. прям вот. Грабли, лопаты, всякое хозяйственное, там вот удобрения. Я не хотел предложить тебе, может у нас... Что, он подуспокоился? Вот в такой мы домик переехали. Сейчас подробнее все покажу, расскажу. Аня нас перевезла. Хотел сегодня у Ани взять интервью, но уже, короче, поздно немножко, и мы устали. Так что мы к тебе придем в гости в следующий раз за интервью. Так, мы с Аней залазим на крышу, причем я за Аней не успеваю. Лезем снимать Starlink. Угу. Солнечные панели тут такие огромные. И такой вид. Можно это самое. Можно тут на крыше сидеть, чай пить, получается, да? Ну, как ты лихо лазишь, так ты можешь сюда просто на чай залазить, чай попить. Чайником в руках не залез. Вот это, конечно, досада. Каспер сбежал в новом месте, просто куда-то помчал. На него за хвост поймала. Он просто убежал и пошел жить в джунгли. Он у нас как пума черная. Памперсы с него не сняли. Домашняя пума получается. Вот так вот. Каспер, кс-кс-кс-кс. Так, один Starlink сняли. Анин. Сейчас повесим наш Starlink. Провод оставили тот. Сейчас просто переподключим и все. Ну и тут с террасы вид на горы. Колючка вот растет местная. Вот этот дровник там. Тут вот так привозят щебень манипуляторами. Вот в таких мешках привозят щебень. И он полый кирпич. Это у нас тут еще сосед живет. Там тоже, может быть, как-нибудь получится к нему в гости сходить, чтобы он тоже показал. Там у него вообще тоже очень интересное жилье. И здесь вот на эти два домика 64 сотки земли. Он просто лес. Просто дикий-дикий лес. Выкошены просто дорожки, тропинки. Мадонна боится. Аню проводили. Starlink подключили. Вот наши сумари. Вот так выглядят. Горшки. Тут еще тоже наши. Смотрите, какой модный сервант. Такая вот комната. Стены из камня.
И здесь еще антресольный этаж с кроватью, и мы, наверное, там и будем спать. Кухня вот так выглядит. Такая печь, такая кухня. Тут печка. Честно сказать, в спальне я еще ни разу не был. Ого. Бу-бу-бу-бу. О-о-о. А ты была здесь? Нет. Ну и спальня. Это, конечно, вопрос, где мы будем спать. Да. А там что саламандра. Да, это, конечно, вопрос, где мы вообще будем. Это И вообще я да, тут уже. такой говорю, да тут месяца 3, надо переезжать в свой фургон. Конечно, из такой спальни переезжать в фургон. Я боюсь, что Надя будет руками вот за эти штуки держаться. А я ее буду за ноги тащить в фургон через 3 месяца, когда... Ну, я так примерно навскидку прикидываю. Да уж, да уж. В целом дом офигенный. И спальня вообще. И саламандра какая вообще четкая. В стиле. Вообще необычная. Как череп или как рыцарский шлем, наверное, да? Кстати, вот прикольный второй свет. И по идее там на закат можно смотреть. Судя по всему. Вот у нас теперь тут выбор. Где тут? Жить тут или тут? Но здесь есть один нюанс. Надо закрыть окно, чтобы не дуло. Вот. Ну, тут, короче, забавное местечко тоже. Спальня, конечно, хоромы. А тут как будто бы второй такой. Забавный. Летом, говорит, очень жарко. Летом здесь очень жарко. Вот так выглядит антресольный этаж. Тут обогреватель такой. И тут вот матрас. 1,30 м она сказала. 1,30 м это очень хороший матрас, потому что я как раз думал в вагончике 1,20 м делать кровать. Ну и да, и здесь получается еще и вид вот такой. Такая терраса. Мебель из бочек прикольная. Нам тут оставили вот этого собачку Джордж Клуни. Здесь огородик маленький. Малина тут растет. И смородина, по-моему, и еще что-то. Тут репа. Вот видите, в каких оно ящиках выращивается, потому что земля плохая. Тут непонятно что. А, ну вот здесь что-то растет. Культурное. Тут вон лучок растет. А тут вот клубничка растет. Прикиньте, сейчас монтировал это видео, и у меня все мои видосики отснятые, да, с переезда. Вот на этой клубничке как раз и закончились, которая вот... уже прошло, наверное, дней 5, как мы переехали. Она, вот видите, уже чуть-чуть подзрела такая. Я говорю, Наде, ее надо срывать. Она говорит, нет, у нее еще жопка зеленая, она еще не созрела. Я говорю, ну смотри, чтобы ее кто-нибудь за нас не съел, первее нас. Ну, в общем-то, на этом, наверное, и закончим это видео. Спасибо, что смотрите, лайкаете, комментируете. И дом, ну, реально прикольный. Я думаю, что по дому, наверное, я сниму еще какое-нибудь видео отдельное. Ну, вообще, там, мы еще сами, вот 5 дней, в принципе, наверное, мы еще ни разу не спали на 2-м этаже. Поэтому такой дом можно обзор-то сделать, правильно? Какой-нибудь видосик с этого дома. Поэтому спасибо, что были с нами. Всего вам хорошего. До следующих встреч. Пока-пока.